Василуца. Вот, хочешь, обижайся на меня, хочешь, нет, а дура ты и есть. Да все мы, бабы, немножко дуры. Знаем, что мужику верить нельзя, да все как-то само собой идет. Сказывал мой двоюродный брат Андрей, что видел Павелаки в Кишиневе. В Кишиневе? В Кишиневе. Сидел в ресторане и гулял. Только не спрашивайте, с кем, а то мне стыдно будет ответить. И хоть бы сказал по-человечески, так, мол, и так Василуца уезжаю. Ну, кто б его стал держать, а так сбежал, как из тюрьмы. Ой. Верно ты слово сказала, кума. Точно из тюрьмы убежал. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот принес костюмы по Вылаке. Моя Гафтя так припрятала, что потом сама забыла, где они. А зачем ты их принес-то? Чтобы носил, когда вернется. Завтра уж 2 недели, как он все возвращается. Василуса, ты бы хоть присела. С самого утра стоишь там в углу. Когда стою, мне кажется, что он уже в пути, уже возвращается. А как сяду, темнеет в глазах. Пускай стоит, ничего и не будет. Да, мужик всегда чувствует, когда его жена ждет. А иначе, думаешь, возвращались бы они домой-то? Да возвращались бы, небось бы возвращались. Ой, а косеть мне не возвращались бы, разгулялись бы так, что и крюком не выловишь. Василуса, не пойму, как ты не учуяла, что он уйти-то хочет. Ну ты бы мне хоть словечко бы шепнула, пока он тут-то был. Так откуда же мне было знать? Пришел он вечером с фермы усталый. На столе стоял ужин. Спросила, отчего я не поела, я сказала, что дожидалась его. Он еще поругал меня тогда, отчего я его все жду. Он и сам не знает, когда вернется. Потом, когда поели, он спросил, не было ли письма от Ориона. Я сказала, что не было. Не знаю, может быть, не стоило говорить. Ну, конечно, не надо было говорить. Ну, а потом. А потом мы собирались спать. Была уже полночь. Павелаки сидел, курил и вдруг говорит, дай-ка я ему письмо напишу. Сел вот сюда, за этот стол, стал писать. Писал. Несколько раз я то засыпала, то просыпалась. А он все сидел и писал. Потом встал, потушил лампу, лег, полежал. Затем снова встал, снова зажег лампу и стал писать. А утром, когда я проснулась, лампа горела, кругом обрывки бумаги, а Павелаки уже не было. А, Денис, сказывал мой двоюродный брат Андрей, что видел Павелаки аж в Кишиневе. Гулял, в ресторане там гулял. Павелаки не возвращался? Может, ты что слышал? Так уехал в Западную Украину за дровами. И в самом деле кто-то сказал. И Янова сказала. Да я ставлю 100 против 100, если он опять не занялся денежками. Он же каждый раз оттуда привозит по 2-4 тысячи. А тут что он имеет? 100 трудодней и пару поросят простуженных, которые сдохли уже, наверное. Ну зачем ты так? Поросята живы и даже очень выросли. Ты пусть и живут на здоровье. А Павелаки уехал в Западную Украину. По мне пусть едет куда угодно, но чтобы возвращался в свою Касамары. Ой, посмотрите, как она, бедная, украсила этот дом. И кровать новая, и радио, и портрет этот чертов к ковру прибила. Я бы выбросила его к чертовой матери. Брось, не выбросила бы. Да, выбросила бы. Ну, кажется, и нынче не вернется. Давайте-ка разойдемся по домам, надо дать отдохнуть его Василуце. Батя, мистер, если он вернется прямо к вам, вы меня известите, чтоб я хоть знала, что он вернулся. Василуца, вот каждый вечер я прихожу и жду его вместе с тобой. И каждый вечер ты мне говоришь. Ну и тоже, разве не сказал я ему здесь, в этом доме, что обратно его не примут? Оставьте, бадя, мистер. И у меня есть сын. И когда боль подступает к сердцу, забываешь, что сказал, зачем сказал. Я ведь вижу, как вы маетесь. Да вовсе я не маюсь. Вот увидишь, что я ему устрою, когда вернется.
Добрый вечер. Павла. Если знал, что уезжаешь надолго, отчего не взял зимнее пальто? Хоть бы пальто бы взял. Я сам не знал, насколько уезжаю. Интересно, в каких же ты краях побывал? В Киеве был. Киви? И ты видел моего Ориона? Видел. И ты мне что-нибудь привез? Хоть 2 строчки. Ничего не привез. Боже мой. А он хоть что-нибудь сказал? Ничего не сказал. Павлаки, ты не был у него? Мой сын не мог мне передать хоть что-нибудь? Хоть привет? Ничего он не передал. Он вышел из ворот казармы. Я протянул ему руку, но не обратил внимания. Тогда я с ним поздоровался, но он мне не ответил. Я стал рассказывать, что да как. Он не стал слушать. Просто подошел и плюнул мне прямо в лицо! Это все, что я привез из Киева. Тебя обижали, а ты стоял как школьник. Как столб стоял. Он был не один, Василица. Его отец, который погиб на войне, как будто стоял рядом с ним. Но был же и ты солдатом. Почему ты смолчал? Потому и смолчал, что я тоже был солдатом. Тогда я сама поеду к нему. Никуда ты не поедешь, Василица, потому что ты тоже была солдатом. Надо же. Плюнул ему прямо в глаза. А ты так говоришь, будто была при этом. Ну, так Павлаки же сказал. Плюнул прямо в глаза. Так ведь, Павлаки? Так! Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, из этого дома, я вам покажу, как все это было! Василуса, Проходите, не задерживайтесь! Василуса, а твой муж большой шутник. Только Покорми. по одной! Покорми, а Не то я толпитесь. тебе. Мой зверем смотрит, когда голодный. Надо было таки побыстрее уйти. Будьте здоровы. Всего хорошего. Какое звание у Иона? Сержант. О! Значит, выдвинулся. В прошлом году был только младший. А я по Ваке слышал, что ты опять занялся этими девичками своими. Слышал? Или другим рассказывал? Ну, сначала слышал, а потом и сам рассказывал. Вот что, Фанчик, сделай одолжение. Ты меня обижаешь, Павлаки. До сегодняшнего дня все что угодно. Пока село еще не уснуло. Разнеси, что Орион не младший, как в прошлом году, а сержант. Я так понимаю, ты мне предлагаешь закрыть дверь с той стороны. Ну, уже само собой. Хорошо. И разрази меня гром на этом месте, если я хоть капельку обиделся. Приветствую! А ты хорошо сделал, Павлаки. Очень хорошо. Как странно
слышать, что меня хвалят. Что ж хорошего? Хорошо сделал, что не побоялся в Киев поехать. Хорошо сделал, что вернулся и не побоялся честно признаться, честно все рассказать. Я рад, что у меня сын завелся в этом себе. Господи, что натворил этот парень? Что натворил? Слушай, Павлаки, а может вам с Василусой перебраться к нам? Правда, наша Косомаре один грех, но если Василуса чего-нибудь сделает с ней... Зачем же перебираться? Ну как? Не сегодня, не завтра, послезавтра вернется парень из армии. Этот дом должен перейти к нему. А он еще не скоро вернется. Как отслужит, останется учиться. Учиться? Его Учиться? товарищи рассказали. У него хорошие товарищи. Один из них из Зарзарен отсюда. Ну, ты хорошо сделал. Хорошо сделал, Павлаки. Пойдем, дед он. Пойдем. Пойдем. Павелаки, ты если куда-то соберешься уехать, ты Василусу-то предупреди. Она дочь мне горько за нее. Ладно. Я не сказал, потому что сам не знал, вернусь ли в этот дом. Павелаки, если случится еще раз уехать, то ты поезжай весной, летом или осенью, когда у меня остаются поля. С ними я много горя пережила, переживу еще одно, а зимой мне трудно. Зимой все лежит под снегом, и я одна одинешенька. Трудная у тебя была дорога. Трудная. Сердцем я знала все. Павелаки, а можно тебя спросить? Ты не обидишься? Спрашивай. А кем будет мой Орион, когда кончит учение? Инженером. Инженером. А что они делают, эти инженеры? А что им делать? Будет строить такие же дома, как этот, только большие, из камня и бетона.